Всем привет! В этом видео речь пойдет о зеркальном стемпинге без подложки при помощи двух штампов. Я буду использовать два прозрачных штампа, мне так удобнее в работе. Я люблю именно прозрачные подушечки. У меня на канале есть прямой эфир, там где я показываю этот способ, но там я использую один штамп с менее липкой подушечкой и второй штамп с более липкой подушкой. Так вот, в этом видео покажу вам способ, при котором абсолютно не важно, какие по липкости подушечки вы будете использовать. Вот сейчас у меня в руках абсолютно две одинаковые по липкости подушки. Я не могу сказать, что они очень липкие, но и не могу сказать, что прям совсем не липкие. Хорошие подушечки, такие, средней липкостью. Вот. Также возьму лак для стемпинга от El Corazon. У этих лаков очень хорошая пигментация. Те, кто с ними работал, знают, что они довольно быстро высыхают. И для способа именно зеркального стемпинга, думаю, многие просто-напросто не успеют перенести рисунок с одного штампа на другой. Вот, поэтому буду использовать их. Хочу сначала показать вам сам принцип. Мало ли, вдруг кто-то не знает. Бывает же такое. Тут, значит, мы сначала отпечатываем рисунок на один штамп для стемпинга. Вот он. И затем нам нужно перенести этот же рисунок на второй штамп. Причем тут можно перекатом, можно вот так вот, как угодно. Вот так вот. Вот. И вы видите, то есть тут лак уже подсох. И, соответственно, рисунок не полностью отпечатался. И уж тем более отпечатать его, скажем так, на типс уже, вот такая вот ерунда получается. Поэтому, что нам нужно сделать? Конечно, хорошо бы можно разбавить, например, специальными средствами вот этот лак. Он станет пожиже, и им будет комфортнее работать. Но многие девочки, например, не хотят разбавлять разбавителями. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Это их желание. Вот. Кто ж им запретит. Итак, что нужно теперь сделать? Давайте вот я возьму первым делом. Сейчас мы отпечатаем все это дело на синюю подушку, а потом будем с синей переносить на вторую подушку. Потом сделаем наоборот. Я беру праймер от компании Beauty Lux. У меня праймер, но также для этого способа подходит и праймер от компании Dance Legend. Вот таким вот легким движением нанесла праймер. Тут же лак для стемпинга. Отпечатываю и отпечатываю. И вот, пожалуйста, рисунок. Так, давайте я, наверное, вот так вот уберу. Рисунок полностью отпечатался уже на штамп. Теперь я даже вот так вот уберу лишнее. Хотя оно мне тут особо не будет мешать, но тем не менее. Я просто показываю то, что тяну время. Вот, убрала лишнее и теперь отпечатываю на типс. На типсе абсолютно нет никакой липкости. То есть ничего липкого тут нет. И отпечатываю на типс. Вот так вот. И вот вы видите, рисунок полностью отпечатался. Почему это произошло? Потому что у нас тут образовался, то есть наш лак для стемпинга стал более липким. Поэтому мы же на этот вот штампик изначально отпечатывали, мы смогли его и на другой штамп перенести, и с этого штампа на типс перенести. Вот, собственно, вся и задумка. Теперь давайте уберу, очищу пластину. Сделаем то же самое, только мы поменяем штампики местами. То есть сначала мы отпечатываем
отпечатаем рисунок на вот этот штампик, а затем перенесем на вот этот. Ну, как я сказала, чтобы просто, чтобы вам показать, что они абсолютно одинаковые по липкости. Праймер. Вот праймера на кисточке, ну, прям вот совсем чуть-чуть. Тут не нужно, знаете, много праймера. Просто размазала и все. Знаете, так вот, чтобы прям он, как вода там, ну, вот капельки воды там были, абсолютно не нужно. Отпечатала. И теперь сюда отпечатала. Вот, пожалуйста, да, тоже. Вот отпечатали рисунок. Ну, вот теперь мы уже с другого штампа на другой отпечатали. Ну, то есть все точно так же. То есть эти штампики, они абсолютно одинаковые по липкости. Так вот. И теперь можно отпечатать на типс. Опять-таки я не торопилась. Так, из камеры там не вышло. Не торопилась, ничего. Вот, пожалуйста, просто отпечатала. Вот такие вот два рисунка у нас получились. Так, очистила пластину. Покажу еще, для чего можно этот способ применить. Ну, то есть не только для зеркального стемпинга. Возьму этот желак. Просто отпечатаю этот же рисунок. Абсолютно нет разницы. Ну вот сейчас я просто отпечатываю рисунок. Ну, просто как он есть, без зеркального отражения. Вот этот лак, он, знаете, не имеет липкость, но я говорю, он быстро очень сохнет. И вот, например, я сейчас захочу отпечатать фольгу на него. И вот сколько бы я вот так вот не дергала туда-сюда, мало что у меня там отпечатается, да? Вот. Теперь мы придадим липкости этому же лаку. Опять-таки при помощи праймера. Вот на кисточку прям освобождаю и вот слегка вот так вот прохожусь. Каких-то, ну вот, делать там что-то вот такое водное, водные процедуры не нужны. Буквально слегка. Тут, конечно, вы в любом случае успеете отпечатать рисунок и перенести его на типс. Вот так вот. Вот. Я могу даже подождать немножко. Ну, торопиться особо не нужно. Вот, и теперь вот, посмотрите, как хорошо отпечатывается фольга. Думаю, вот видно, да? Вот. Насколько хорошо отпечатывается фольга. Таким образом, ну вот, к примеру, у вас нет такого лака для стемпинга, для литья. Или, например, ну, у Dance Legend есть лаки для стемпинга, для вот такой вот для литья. Там белый, черный. Ну, в принципе, так и нужно, да, там именно белый, черный. Еще есть прозрачный. У меня все три варианта есть. Вот, но вдруг у вас нет, а нужно отпечатать фольгу. Ну, вот таким образом можно это сделать. Причем не только фольгу, можно также отпечатывать и втирки, и сухие пигменты. То есть вот так вот. Ну, давайте отпечатаем белым лаком для стемпинга также. Обычно белый, черный нужен, но я, как сказала, в этом вы можете использовать абсолютно любой цвет. То есть нужно вам сделать в зеркальном отражении красную девушку. Ну, сделайте красную. Отпечатала. Отпечатала. Так. Убираю лишнее.
наматываю типс, отпечатала. То есть никакой вообще липкости тут нет. Ну, то есть я успела все этапы и лишнее убрать, и, то есть, и все отпечатать. Праймер. Так. Отпечатываем. Отпечатываем. И прикладываем фольгу. Ну, тут намного, да, и лучше, и быстрее отпечатывается. Так вот. Очень четко. Вот. Думаю, видно, да, вот так вот. Да, кстати, давайте вот просто отпечатаю вам рисунок. Белым лаком для стемпинга. Просто черным я отпечатывала, показывала то, что на этих лаках, ну, нет липкого слоя. Да, конечно, тут скорость тоже можно включить там, да, какую там 10-ю скорость и отпечатать, ну вот, например, фольгу. Но мы же тоже вот прицеливаемся, да, особенно на клиентах. Это на типсах мы как-то еще можем ускориться, да, быстренько. А на клиентах там бывает, что клиент замешкался, или вы там что-то, ну, не знаю, там что-то такое делали, прицеливались долго. Ну, то есть вот, пожалуйста, да, то есть тоже нет. Ну, кому такой результат нужен будет. Вот так вот при помощи праймера можно будет сделать обычный лак для стемпинга, у которого нет липкого слоя. Сделать его с липким слоем и отпечатывать фольгу. Ну, либо втирку, либо ну, пигменты. Это, конечно, знаете, ну, не такая прям вот, чтобы прям липкость, но тем не менее, да, свойства меняются. А для, например, для зеркального стемпинга вы сами видели то, что там уже можно, ну, особо не торопиться, и вы успеете и со штампа на штамп отпечатать, и дальше уже там на типс, либо на ноготок. Единственное, тоже о чем стоит сказать, это то, что, ну, у меня два праймера от Dance Legend и от Beauty Lux, они оба подходят. Как, не знаю, как у вас там с вашими праймерами, ну, получится, не получится. Пробовала я разными лаками и от Dance Legend, и от Born Pretty, также и от Leslie. Ну, то есть я взяла вот эти вот лаки исключительно, ну, вот в качестве примера, исключительно для того, что, ну, потому что многие знают то, что они действительно очень быстро подсыхают, и для зеркального стемпинга особо, ну, сложно ими работать. Ну, то есть там нужна просто очень-очень большая скорость. Вот, если вы не успеваете делать зеркальный стемпинг при помощи двух штампиков, прозрачных штампов, да, при этом вот я вам показала то, что они абсолютно одинаковые по липкости, то есть нет такого, что один из них какой-то очень липкий, а другой совсем не липкий. Ну, то есть нету такого. Абсолютно одинаковые по липкости штампики. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!